Всем привет, с вами Лена на канале Школа Лакмус. И сегодня выходит самое занудное видео на свете. Шучу. Сегодня на практике поговорим о перспективе. А это значит, что мы будем рисовать кубик, поэтому оно занудное. Во-первых, почему кубик? Потому что на кубике проще всего увидеть перспективные сокращения. Второе, потому что практически любой предмет можно представить в виде кубика. Здание, стол, монитор, в общем, что угодно имеет кубическую форму. Та же самая история с портретом. У нас есть фронтальная, это лицевая часть, и торцевая сторона, так же, как у кубика. И такая же история с торсом. Есть также фронтальная плоскость и торцевая плоскость. В общем-то, все наши тела состоят из кубов. А еще у меня есть видео, где я рассказываю про перспективу, что это такое, вся необходимая теория, поэтому обязательно зайдите, посмотрите. Ну что, начнем? Поехали! Обязательно садитесь таким образом, чтобы ваш мольберт не загораживал, то есть чтобы вам не приходилось выглядывать или там как-то разворачиваться. Лучше всего просто переводить глаз или максимум немного разворачивать голову. То есть расстояние от планшета до вас должно составлять вытянутая рука. Когда мы будем делать замеры, ваша рука должна полностью здесь выпрямляться. Также лучше всего прикрепить лист к краю планшета. Вот она натура, и здесь чуть поближе листочек находится. У меня натура стоит слева, планшет, соответственно, справа, потому что я левша, и замерять я буду левой рукой. Если вы правша, то лучше делать наоборот. По правилам компоновки в листе у вас расстояние сверху, справа, слева должны быть одинаковые, а снизу у нас с расстоянием мы отступаем несколько больше, где-то в 2 раза. Снизу чуть-чуть побольше. Дальше, когда вы начинаете рисовать, первым делом вы делаете набросок на глаз, без каких-либо измерений. Длительность наброска должна составлять максимум 3-5 минут, даже если у вас какая-то большая постановка. Делаем набросок на глаз. Только после того, как вы сделали набросок на глаз, мы делаем замеры. В противном случае у нас просто не будет тренироваться зрение и... Плохо все. В противном случае у нас просто не будет тренироваться зрение, и замеры придется делать постоянно. Кстати, у меня есть отдельное видео о том, как делать замеры. Тоже посмотрите, будет очень полезно. Итак, я замеряю соотношение сторон. То есть я замеряю общую ширину кубика к общей его высоте. Я выпрямляю обязательно руку в локте. Еще второй рукой поддерживаю, чтобы у меня, если что, рука не тряслась. Для этого краем карандаша я ловлю крайнюю точку кубика. Это получается у нас вот эта вот правая грань. А большим пальцем здесь я ловлю левую крайнюю точку. Это получается вот это наше вертикальное ребро. Стараюсь карандаш поставить строго горизонтально. То есть не под углом, не под 45 градусов. То есть мы делаем замеры либо горизонтально, либо вертикально. Не пугайтесь, если сразу не получится подобрать нужный размер. Надо привыкнуть к этому. Так, теперь разворачиваем по 90 градусов и ставим большой палец к нижней, к ближайшей точке, вот она. И смотрим, куда у нас падает верхний край карандаша. Да, он у нас получается здесь высота кубика чуть больше, чем ширина. Запоминаем эту пропорцию. Обычно люди, замерив, стараются перенести вот этот замер на карандаше на лист. Самое главное, когда вы замерили на натуре, вы просто запоминаете эту пропорцию. Дальше уже заново прикладываете карандаш к вашему листу и проверяйте пропорции по новой. Что делать, когда карандаша не хватает? То есть у вас большой формат. Для этого мы берем листочек. То есть используем практически как линеечка. Ставим засечку, раз, разворачиваем. То есть у нас получилась общая ширина. Теперь замеряем к высоте. То есть здесь у нас, смотрите, 1 к 1. А там на натуре, если замерить еще раз, так, то у нас получалась ширина чуть меньше, чем высота. Значит, мой кубик должен заканчиваться где-то здесь. Получается, вот мои общие пропорции кубика. Когда вы, опять же, рисуете на больших форматах, у вас часто вот эти вот вертикальные линии, они заваливаются. Как сделать так, чтобы они были максимально ровными? Можно без листа, в принципе, прикладываем карандаш к верхней точке, опускаем его вниз, вниз, вниз. Смотрим, насколько у нас получается линия, в каком она месте должна быть. Опускаем. То же самое проделаем со всеми остальными. То есть она должна быть где-то здесь. И средняя.
Дальше, когда вы хотите что-то поправить в вашем рисунке, то есть захочется сдвинуть его влево или, допустим, вправо, то вот эти общие пропорции, то есть вот этот контур, грубо говоря, за него не выступайте. Исправляйте только то, что у нас внутри. Иначе, если мы что-то сдвинем одну величину, какую-то левую или правую, придется все остальное тоже двигать. Теперь что мы можем замерить? Мы можем замерить раскрытие грани. Что это значит? То есть у нас вот грань правая, она раскрыта меньше, чем левая. Мы можем замерить, сколько вот эта меньшая грань входит раз в большую. По-прежнему выпрямляем руку. Я делаю левой рукой, то есть вы будете, если вы правша, вы делаете вот так. Захватываем, да, крайние точки именно вот этой грани и смотрим, сколько раз она у меня уместится в большую. Раз, два. Ровно 2 раза. То есть по-хорошему я вот эту всю величину делю на ровных 3 участка. Проверяем мои собственные замеры. Да, как я на глаз нарисовала. Раз, два. Ну, то есть чуть-чуть не попало. Значит, вот это ребро нам надо сдвинуть несколько правее. И провожу вертикальную линию. Если сомневаюсь, беру к краю, замеряю. Тык. Ну, чуть-чуть, может быть, она поехала здесь. Дальше, что я еще могу замерить? Я могу замерить вот эту вот величину моего ближайшего ребра вертикального. Чему я могу его замерить? То есть вот я беру высоту и могу замерить, сколько раз оно уместится в больше, допустим, грань. То есть грань чуть меньше его получается. То есть где-то вот такое ребро у нас будет. Приблизительно так. Смотрим еще раз, проверяем. Поначалу не бойтесь делать замеры несколько раз. 2-3 раза это вполне себе. То есть надо привыкнуть. Так, чуть-чуть совсем. То есть надо вот как-то вот так взять. То есть мое вертикальное ребро будет заканчиваться где-то здесь. Все вертикали у нас есть. Теперь мы приступаем к измерению горизонтальных ребер. Обратите внимание, что эти ребра, они как бы будут стремиться наверх. Они неровно параллельно полу, да, а мы их видим как бы раз оно стремится наверх, это тоже стремится наверх. С другой стороны, видите, она наверх у нас уходит. В реальности это все эти ребра параллельны полу, а мы их видим направленными вверх. Почему так происходит? Давайте разберем на схеме. Представим, что где-то здесь, на этом уровне, находятся наши глаза. И где-то в этом районе у нас располагается наш кубик. Ну, то есть вот он где-то будет как бы где-то здесь. Так же, собственно, как и в нашем случае. То есть вот наш уровень глаз, кубик находится ниже, чем уровень наших глаз. Значит, рисуем вот вертикальное ребро. Нижнее горизонтальное ребро, оно будет возвышаться куда-то наверх. Если мы представим, то есть мы продлим это ребро, то оно где-то в какой-то точке пересечется с линией горизонта. Та же самая история происходит со вторым ребром. Вот она пошла, да, здесь пересеклась. Назовем эту точку 1, а это назовем точку 2. Теперь рассмотрим второе горизонтальное ребро, да, верхнее, вот это. Здесь, смотрите, оно также возвышается куда-то наверх. Обычно первая такая ошибка новичков, они рисуют кубик как-то вот эти линии у нас идут параллельно, да, и вот это идут параллельно. Это тоже параллельно. И вот у нас получается как бы вроде бы кубик. Это изометрия, это построение не в перспективе, это изометрия или аксонометрия, то есть это уже чертеж. Мы рисуем в перспективе, в перспективном сокращении. Из верхней точки ребра проводим линию, которая также устремится в точку 1. И в другую сторону проведем, она устремится в точку 2. То есть у нас получается горизонтальные ребра, они совсем не параллельны. Здесь у нас параллельно одинаковый угол. А здесь, видите, угол относительно вертикали 1, а здесь угол относительно вертикали 2. Вот угол, а здесь угол чуть-чуть опускается ниже. На схеме, в общем-то, это наглядно видно. Если посмотреть на кубики, то есть вот мы выпрямляем также руку, ловим угол нижнего ребра, зафиксировали руку, поднимаемся наверх, видите? То есть у нас, получается, верхнее ребро чуточку опускается вниз. Проверяем к последнему ребру. Вот мы сделали последнее ребро, оно тоже чуть-чуть, совсем, там буквально на миллиметр опускается вниз. То есть, продлевая эти линии горизонтальные, они где-то пересекутся. И по правилам они вместе пересекутся на линии горизонта, то есть на уровне наших глаз, в точке 1. Именно поэтому эту точку называют точкой схода. И здесь получается вторая точка схода. Проверим на нашем кубике. То есть ловим нижнее ребро, поднимаем наверх, видите, чуть-чуть есть небольшие
искажения, перспективные искажения. То есть таким образом работает наш глаз, что вот получается вертикальное ребро вот это, отдаляясь дальше, оно становится чуточку поменьше. Но почему очень плохо видно перспективу именно на предметах? Ну, во-первых, потому что они маленькие. А если вы посмотрите на улицу, на здание, вы хорошо увидите, как, допустим, ближайший к вам угол здания, да, он намного выше, чем, например, дальний угол. То есть это все то же самое. Вся та же система работает и с маленькими предметами. Просто здесь перспективное сокращение намного меньше, потому что предмет маленький. Так, теперь достроим на нашей схеме кубик. Поставим вертикаль, да, вторую, ну, то есть зададим раскрытие грани. Из этой точки у нас та же самая история. Пойдет сюда, это пойдет ко второй точке схода. Та же самая история будет происходить с внутренним ребром, которого мы не видим. То есть оно пойдет туда, это ребро пойдет куда-то вот ко второй точке схода. И вот у нас появилось последнее, четвертое вертикальное ребро. У меня, допустим, этот кубик находится ниже уровня моих глаз, поэтому я вижу вот эту вот верхнюю плоскость. То есть уровень моих глаз находится приблизительно вот где-то здесь. Мой лист вмещает только кубик. То есть, чтобы у меня вместилась сюда линия горизонта, мне нужно лист вот сделать каким-то таким высоким. Для чего? Я рисую конкретно кубик, да, мне композиционно просто невыгодно показывать эту линию горизонта. И точки схода будут очень далеко. То есть, эта схема представлена, как будто мы очень высоко находимся над кубиком, да. Тогда у нас умещаются точки схода и линия горизонта. Мы-то рисуем только кубик, мы видим, грубо говоря, только вот это вот сам объект. А вот эти линии сокращения мы должны представить. Или в данном случае просто здесь замерить. Значит, как мы проверяем углы? Ну, первым делом мы сначала углы показываем на глаз. Да? Значит, как мы замеряем горизонтальные ребра? Мы вытягиваем, опять же, руку в локте обязательно, направляем на кубик, да, и ловим, вот он, получается, нижнее горизонтальное ребро. И потом вот так плавно переносим на наш планшет. Главное, чтобы по ходу пьесы у нас вот рука, в общем-то, не тряслась. Именно поэтому вам важно посидеть от планшета, от вашего листа на определенном расстоянии, да, чтобы ваша рука вся умещалась. Ловим. Чуть-чуть повыше он будет, он где-то здесь пойдет. Теперь проверяем второе горизонтальное ребро, да, вот. Здесь важный момент, когда вы будете замерять углы грани, вам захочется сделать вот так. Поставить карандаш вдоль кубика. Грань же туда уходит, правильно? Смотрите, если я буду выставлять карандаш по направлению движения вот этого ребра, да, то я вот сюда поставлю, и будет не совсем понятно, какой у меня угол. Поэтому всегда старайтесь замерять в плоскости планшета, вот в этой. Теперь замеряем следующие горизонтальные ребра. Во-первых, еще раз увидим эти перспективные сокращения. Да? Вывожу наверх, видите? Чуть-чуть пониже, буквально там где-то на 5 миллиметров. Где-то здесь. Так, я сейчас смотрю, что у меня здесь верхняя вот эта вот плоскость, которую мы видим, она, вот это раскрытие очень большое, нежели видим мы здесь. Я обычно быстренько перепроверяю замеры. Смотрю еще разочек общую ширину. Так, по-прежнему у меня ширина чуть меньше, чем высота. Так, вот моя ширина, окей. Смотрим. Она будет чуть меньше, да, все правильно. Значит, возможно, что вот эта вот вертикаль, да, она должна быть чуть-чуть повыше. Так, смотрим. То есть, смотрите, она у меня переходит где-то на середину, чуть больше даже, чем середина. Меньше грани, то есть правой нашей грани. А у меня высота получилась чуть больше большой грани. Значит, что? Я увеличиваю. То есть она где-то вот такая должна быть, получиться, да? Где-то посередине там было. Значит, высота у меня ближайшего ребра вертикального будет чуть больше. Ну, вот, да, проверяем угол верхнего ребра. Так. Прикладываем ее сюда. Ставим засечку. Все, чуть пониже будет. Проверяем здесь разницу. Так. И здесь еще разочек. Раз, два. Нормально. Теперь та же самая история и верхним.
Так, теперь сравниваем перспективные сокращения. Раз, да, насколько они разные. И здесь сравниваем. Так, так. Может быть, чуть-чуть повыше ее можно приподнять. Теперь последний, получается, самые дальние горизонтальные ребра. Сравниваем верхнее горизонтальное ребро. Раз. Небольшое искажение, да? Здесь проверяем. Да. Осталось последнее ребро. Совсем чуть-чуть ниже. Получается, раз. Отсюда пошло немножко ниже. Как раз в эту точку у нас придет. Отлично. Теперь остаются внутренние ребра, которые мы, собственно говоря, не видим. Вернемся к нашей схеме. Смотрите, внутреннее ребро, оно такое же горизонтальное, то есть оно пойдет к той же точке схода. То есть оно как бы, вот этот угол будет находиться между вот этим горизонтальным ребром и этим горизонтальным ребром. То есть он между этим и этим пойдет. Приблизительно угол будет какой-то вот такой. Как это вот поточнее, да, понять? То есть смотрите, мы смотрим, значит, нижнее ребро, смотрим разницу между верхним ребром, да, то есть определенное расстояние. Между ближайшим ребром и дальним нижним углом тоже должна быть разница. То есть они не должны быть параллельны, то есть тоже должны чуть-чуть наклоняться. В принципе, похоже на правду. Та же самая история и с нижним ребром, но то, что слева. Смотрим разницу. Раз. Чуть-чуть опустилась. И здесь тоже чуть-чуть опустилась. Перевосстанавливаем вертикаль. Ну, в принципе, оно пришло в нашу верхнюю вертикаль. Здесь буквально 3 мм. Но это уже не так страшно, это можно подправить. Вы опускаете не из верхнюю, да, вниз, а вы же можете, допустим, нижнюю оставить, как она вам нравится, а верхнюю немножечко подправить, чуть-чуть сдвинуть, нежели вот это вот все сдвигать, то, что вы уже настроили. Сегодня мы делаем только конструкцию без тона, да, поэтому оставляем такой вот, ну, можно сказать, скелет нашего кубика. Те ребра, которые нам видны, мы делаем их чуточку ярче и линии делаем потолще. Итак, если вы чувствуете, что допустили где-то ошибку, но не понимаете где, у вас есть все инструменты, чтобы ее найти. То есть нужно просто взять и заново перепроверить свои замеры. Тогда вы точно найдете, где она. В данном случае к нам кубик повернут углом, и горизонтальные ребра уходят влево и вправо, сходятся в одной и во второй точке. Такая перспектива называется двухточной или угловой. Есть еще второй вид перспективы – фронтальная или одноточечная. Фронтальная перспектива работает в том случае, когда к нам предмет расположен непосредственно своей гранью, и мы видим только две грани, которые выходят на нас, и верхняя. Да? Верхняя, потому что предмет также находится ниже линии горизонта, ниже уровня наших глаз. Посмотрим, как это будет выглядеть на схеме. То есть вот здесь у нас находится кубик, и горизонтальные ребра у нас будут сходиться в одной точке. Здесь вот покажем глубину. То есть вот наша верхняя грань. Это вот она фронтальная грань, грубо говоря. Это вот она. То есть вот угол. Они друг к другу стремятся. Внутренние, соответственно, внутренние, не внутренние, а нижние, они будут также стремиться в эту же точку схода. Это одноточная перспектива или фронтальная. Давайте посмотрим на кубики. Видите, чуть-чуть, вот верхнее получается ребро горизонтальное, видите, оно немножечко внутрь. То есть если продлить раз, где-то там посередине пересечется на линии горизонта. А это направлено внутрь. То есть когда вы рисуете какой-то кубик из головы, и вы рисуете сначала такую квадратную грань, да, а потом вот здесь появляется угол, вот здесь, да, то есть раз, два, три грани вы видите, значит, здесь сразу же будет наклон. Здесь не будет ровно горизонтальной линии. Ваш рисунок, соответственно, будет выглядеть таким образом. Вот вы рисуете грань, которая выходит на вас, и дальние ребра будут сходиться. То есть надо представить, где они где-то далеко сойдутся в одной точке схода. Но схема, работающая, именно вот эта. Здесь еще третий вид перспективы с тремя точками схода. Когда у нас горизонтальные ребра сходятся, вот, то есть вот это ребро,
вот это ребро, они сходятся где-то там в одной точке схода, влево, да, вправо также у нас ребра сходятся. И третья точка схода, смотрите, вертикальные ребра, они к низу также будут заужаться сюда вниз, вниз, то есть они сойдутся где-то там внизу. Это третий вид перспективы, его применяют очень часто в промышленном скетчинге, потому что там такие очень быстрые наброски, и трехточная перспектива, она дает больший объем. Где вы можете увидеть трехточную перспективу? Ну, если вы посмотрите на небоскреб, то вы абсолютно точно, ярко увидите, как у вас вершина, отдаляясь от вас, она будет заужаться. А что делать, когда предмет находится выше уровня наших глаз? Как это будет выглядеть? В данном случае обратите внимание, что горизонтальные ребра, видите, стремятся вниз. Куда они стремятся? К линии горизонта. Как это будет выглядеть на схеме? Линия горизонта, кубик находится где-то здесь. Соответственно, горизонтальное ребро у нас идет в точку 2 вправо и также идет в точку 1. Нижние ребра выходят сюда же, в эту же точку. Покажем раскрытие. Сюда, сюда. То есть, когда предмет у нас находится выше линии горизонта, то мы видим нижнюю грань. Здесь, понятное дело, что мы немножко не видим, то, что нам закрывает капитель, а то, что находится ниже уровня наших глаз, мы видим вот здесь верхнюю грань. То есть, в чем разница? Всегда горизонтальные ребра будут стремиться к линии горизонта, то есть к уровню наших глаз. Самое главное запомнить из перспективы, что все горизонтальные ребра будут стремиться к линии горизонта. То есть если предмет находится выше уровня наших глаз, значит они будут направлены вниз. Если ниже уровня наших глаз, значит они будут направлены вверх. Все. На самом деле это видео далось не так легко, как казалось бы. Я хотела, чтобы оно было максимально наглядным. Поэтому здесь у меня находится фотоаппарат, который направлен на мой планшет и натуру. А здесь у меня подсоединен монитор, который подсоединен, соответственно, к фотоаппарату. Я вижу, что на нем происходит. То есть я рисовала даже не то, что я вижу, а то, что видит фотоаппарат. Да, чтобы максимально наглядно было понятно, как я делаю замеры, как я их переношу на рисунок. Очень надеюсь, что вам было полезно. Напишите в комментариях, с какой перспективы было труднее всего разобраться. Подписывайтесь на обновления. Всем пока!